Книга называется «Где?» Брат, я не знаю. Оно у меня в голове. Мне так стыдно. Давай еще. Армянин не бреет грудь. Заряженный армянин. Они вообще не любят Армению. Настоящий армянин. Что это? Это зум мать. Нет. Прочитав твою книгу. В книге очень много мата. Это золото! В чем понт? Иди воюй. Спасибо, Коля Степанян! Неудобно. Поставила на место его. Что может быть патриотичнее? Но я не хочу танцевать. В Армении любят страдать. Привет. Коля, не перетягивай одеяло. Коля сейчас такой, у меня в гостях сегодня. Это книжный клуб. У нас в гостях человек, который отказался от судьбы, которую ему готовили. Пошел наперекор и создал свою собственную историю. Коля Степанян. Мы решили тебя так представить. Хорошо. Мы вчера шли с Геворгом и рассуждали о том, кто такой герой, и пришли к выводу, что герой – это не тот, кто подорвал, взорвал, убил или достиг каких-то целей, а который смог превзойти самого себя. Мне кажется, что это именно ты. И конкретно для нас ты герой. Спасибо. Я не знаю, как реагировать на это слово. Я часто его слышал последние годы. Для меня просто это слово немного другое значение имеет. То есть, все герои истории. Да? Когда есть история, есть книга, в этой книге есть герои. Да? Это не обязательно значит какой-то там невероятный человек или что-то такое. Вот. Но я хотел бы немножко докопаться до представления. Вы не против? Да. Просто сказали, что... ты сказал, да? Что отказался от судьбы уготованной. Да? Там можно чуть добавить, что уготованной семьей, там, обществом, да, потому что мне кажется, что как раз я нашел именно вот свою судьбу. То есть, то, что мне как раз было уготовлено, да, свыше, я это принял и пошел по этому пути. Вот. То есть, вот этот путь отличается от судьбы уготованной, там, не знаю, обществом, родителями. Я объясню. Нужно представить тебя зрителям нашим, которые будут все это смотреть. Мы с Геворгом переехали в Армению в 22 году по волонтерской программе Birthright Armenia. И о тебе узнали в 22 году. Мы знали, что есть такой парень, который в 19 году приехал в Армению по этой же программе и через какое-то время ушел на войну. Тогда ты ушел служить. Да, я пошел служить. Война началась чуть позже. Да. Ты прослужил 3 месяца, и началась Вторая Карабахская война. Все верно. Мы, честно, не имели большого представления о том, какой ты человек, и мы смогли это сделать только благодаря твоей книге. Бумажную книгу можно приобрести на Озон и Wildberries. Доступны электронная и аудиоверсии книги на Яндекс.Книгах. Более 4000 читателей и слушателей за первые 2 недели. Где вошла в топ-10 книг недели на Яндекс.Книгах. Мы прочитали ее, очень сильно впечатлились, и мы бы очень хотели ее обсудить, но мы не будем делать это сейчас, в этом эпизоде. Мы сделаем это в следующий раз. А сейчас мы хотим поговорить о тебе, как об армянине, который родился в Москве и в какой-то момент своей жизни принял решение переехать в Армению. Давай начнем с самого начала. Какие у тебя были представления о себе, как армянине, об Армении? Как выглядело вообще твое детство? До лет 15 я, честно, старался держаться максимально далеко от всего этого. То есть, не знаю, как в других городах, в Москве конкретно, в тех местах, где я жил, быть армянином было неудобно. То есть, были какие-то притеснения, в общем, называли разными словами. Вот, я помню, что... Я стеснялся, когда мама разговаривала по-армянски на улице, просил ее это не делать. Я ощущал себя скорее таким русским парнишкой, да, и родственники называли, что этот ребенок там обрусевший, да. Шуртоваться. Ну да. Значит, вот такое у меня было детство. До того, как я в осознанном возрасте поехал в Армению. Я думаю, что притеснение по национальному признаку на самом деле очень хорошо работает. В том смысле, что ребенок хочет уподобиться как раз тому обществу, да, которое его притесняет по национальному признаку, хочет, чтобы его приняли. И в погоне за этим, да, он начинает уподобляться, как-то даже начинает вместе с ними смеяться над своей нацией. Да. В то время, если помните, был и Comedy Club, который это активно делал. Был такой какой-то очень неприятный образ армян и армянина. Ну, как и сейчас, заряженный армянин на бэхе.
Сейчас смена стереотипов пошла. Раньше армяне были такие, типа... Шашлычник? Да, шашлычники, строители. Водители, Да, таксисты. а сейчас богатая квартира, вот это двери золото, заряженный армянин, Кстати, бэха. в наше время тоже это было, нет? Среди армян. Наше мнение о себе. Все, что ты сказал, это и ко мне относится. Точь в точь, если это бы говорил я, та же самая была бы история. Но справедливости ради, не во всех регионах это так. Я не знаю, почему. Именно России. Но конкретно у меня было это так. Я себя тоже чувствовал каким-то другим. Даже в детстве... Такая есть забавная история. Даже в детстве я такой говорил маме: мам, а можно покрасить мои волосы в светлый цвет? Она говорит: ты что, дебил? Я ребенок. Я был ребенком. Моя тетя, люблю ее. Поставила на место его. Из какого ты города? Я в Армении? Не-не-не, я про Россию. Я из Москвы. Прям Москва. Да, Восточный округ. Я жил сначала в Перово, потом на Щелковской. Окей. А твои корни из Гориса? Да, все верно. Или не и? Нет. И мама, и папа. Да, оба. Блин, я хотел историю рассказать про армянский язык. Мы с мамой ехали в маршрутке, а моя мама очень громко любит говорить. И просто маршрутка, русские, и моя мама: ха-ха-ха! И что-то вот... просто говорит. Просто говорит. И мне так стыдно, еще люди поворачиваются, такие, типа, это кто осмелился тут на своем языке, на этой тарабарщине разговаривать? Я такой, блин. И я маме говорю: мам, пожалуйста, громко не говори на армян. Я не сказал не говори на армянском, потому что я понимал, что это бред. Я сказал: громко не говори. И мама мне сказала: а как ты думаешь, итальянцы стесняются итальянского языка? А французы стесняются французского языка? И я понял, что это не мать, это золото! Это просто золото, а не женщина. Меня воспитала своими руками. Отец на работе был. А в какой момент ты... До 15 лет ты сказал? То есть где-то 15... так, да. Что такого произошло? Я поехал в Армению впервые за долгое время. То есть, я там был... Точнее, здесь был, да? Мы же здесь. Да. Я был где-то в 7, и потом долгий перерыв, и где-то лет в 15 поехали в Армению. Как-то я что-то испытал, влюбился, не знаю, в это ощущение дома какого-то, почувствовал, что, вокруг люди похожие на меня, говорят на том же языке. Не знаю, какой-то я словил от этого кайф определенный. Это какой год был? Брат, я не знаю. Надо посчитать. 13, мне кажется. 15 лет тебе? Да. 13 год. 13. Слыша это, у меня такой вопрос закрадывается. Какая была Армения в этот год? Ой, я не помню. Я слабо помню то, что было давно. Да. Я просто помню, что сначала мне очень понравился Горис. Я тогда, по-моему, там провел больше времени. Потом уже я начал каждый год летать. Потом мне понравился Ереван. Потом я начал по Армении там ездить. Я потихоньку влюблялся. Но когда я после этого случая, после того раза прилетела в Россию обратно, я пошел там в воскресную школу армянскую, начал учиться писать, читать, я этого не умел. Начал больше интересоваться там историей, не знаю, общаться больше с армянами, начал вникать в эту тему всю. И с того момента, я думаю, у меня уже была цель переехать в какой-то конечный итог, не знаю. А как это выглядело? У тебя, просто, знаешь, есть армяне, которые, когда изучают свою культуру, они такие: это мое, я все это принимаю. Ты вообще все принимал? Или у тебя скепсис какой-то был? Все принимать? Да нет, конечно, нет. Просто я конкретно не могу вспомнить, что я тогда принимал, а что нет. Но сейчас я могу сказать, что я точно не все принимаю. То есть, у меня нет никакой для меня, не знаю, невероятной сакральности, например, в том же... Да даже в языке. То есть, например, я принимаю это как свой язык, но он не первый для меня. То есть, мне комфортнее говорить на русском и на английском даже комфортнее, чем на армянском. И прямо сейчас я не ставлю себе приоритет улучшить свои знания армянского. То есть, кто-то может сказать, что язык – это очень важно для идентичности, но, не знаю, для меня не так это. Я пишу на русском. Для меня русский, не знаю, мне кажется, такой же родной, наверное. Язык, как и армянский. Что касается других каких-то атрибутов, не знаю, мне кажется, это все равно что-то, именно атрибут какой-то. То есть, это может быть, может не быть, не знаю. Просто были армяне, которые танцевали, и я такой: я не хочу танцевать, что я теперь не армянин?
были армяне, которые пели. Я такой, я не хочу петь, я что, теперь не армянин? У меня было такое, что, ну да, это армянское, но это не то, что мне нравится. Я такой в сторону. Да, нет, вот как будто бы напрашивается здесь уже эта история, ладно. Как я после армии, точнее, после войны уже вот в первый раз прилетаю в Россию, и меня брат мой ведет встретиться со своими друзьями, там и 2 друга армянина, и мы пошли в кальянную, в общем. Сидим, и они начинают, ну, не знаю, армяне любят обсуждать это, какой он настоящий армянин, вот эта тема. И начинают накидывать, типа, там, не знаю, и все это на уровне, там, армянин не бреет грудь, или такое, что-то такое. Ну, типа, вот такого уровня. Ну, пока держусь. Дальше что там, что по пунктам? Вот, и вот они начинают перечислять, и я понимаю, что, ну, я вообще там, у меня очень низкий балл. В общем, а я там с войны только что вернулся, и сейчас ребята московские там накидывают, и я вообще не подхожу. А у тебя не было злости? Да нет, ну, злости, ну, может, чуть-чуть, не знаю. Скорее, забавно это было, смешно. То есть, какая-то очень комичная ситуация. Как ты принял решение пойти на войну? Служить. Тогда не было войны. Да, войны не было. Ну, я не знаю, когда это началось. Возможно, как раз и вот с 15 лет это началось, или там 16, не знаю, неважно. Но это было задолго до того, как я этот шаг сделал. Но это решение, эта идея мариновалась там годами. И в конечном счете вот я закончил университет, приехал в Армению и сделал это. Пошел, получил гражданство, меня поставили на учет. В общем, причин, почему я это сделал, много. На самом деле, вот это одна из самых часто задаваемых, даже не один из, а самый часто задаваемый вопрос в Армении, почему я пошел. И в армии мне этот вопрос постоянно задавали. И меня это очень раздражает. На самом деле, вот этот вопрос у меня злость вызывал, как вызывал, так и вызывает. Потому что, вот, не знаю, с детства окружающие меня армяне очень любят говорить про патриотичность. И постоянно это вот отовсюду, да, но, по-моему, не знаю, что может быть патриотичнее пойти служить, и не так, что я призываю, там, агитирую делать то же самое, но для меня, я чувствовал, что это правильное решение, я сделал это, и было абсолютное непонимание, было и есть абсолютное непонимание отовсюду. Зачем? У меня в детстве это, ну, не в детстве, в юношестве это было, когда вот на каком-то мероприятии собираетесь армянами, и начинаются вот эти разговоры о том, что наша великая страна, наша великая родина, наша природа, наша вода, наши фильмы. И вот просто накидывают. И я такой в какой-то момент созрел к тому, что нужно ехать в Армению, если ты так любишь Армению. И я говорю, ну, нужно жить в Армении, и там вообще другие нарративы. То есть, как будто у всего этого есть несколько слоев. Внешний слой – это, безусловная поддержка армянского, но есть какой-то миф в умах армян о том, что армянское может существовать вне Армении. Но для меня это по-другому выглядит. Я не говорю вообще за всех, но лично для меня, если ты любишь Армению, армянское, но нужно ехать в корень всего этого, в Армению. И я понимаю, что когда ты начинаешь с людьми с этой позиции говорить, они вообще не сторонники Армении, они вообще не любят Армению, они совершенно по-другому на все это смотрят. То есть, есть какая-то защитная оболочка, чтобы тебя не трогали. Да, типа, Армения, безусловно, лайк. А ты поедешь туда жить? Нет, вы что, я не тупой. И вот это больше про несправедливость какую-то. Ты увидел эту несправедливость и сказал, я так жить не буду. Несправедливость, ты про что это говоришь? Ну, просто вот общество, оно такое говорит, Армения классно, круто, но никаких обязательств перед Арменией мы не имеем. Ну, скорее, это поверхностность для меня, поверхностность. То есть, это все очень поверхностно, на поверхности, вот ты сказал, несколько слоев, да. Вот если копнуть глубже, то там этого всего нет. Это просто какая-то ширма, не знаю, какой-то фантик без конфетки, в общем. Вот, я думаю, что, может, даже они искренне в это верят, но, опять же, это... Вот есть такая история, я с таксистом в Горисе ехал в, по-моему, Ханзореск. В общем, одна из достопримечательностей. И он говорит, вот я сам из Ханзореска, природа невероятная, я обожаю ее.
блин, не могу жить без нее, я там пробовал в России жить, у меня не получается, я не могу без этого всего, без этих видов. И потом опускает стекло двери и выкидывает бутылку пустую от воды. Что это? Я ему верю, если честно. Я верю, что он действительно очень любит эту природу, но он не видит взаимосвязи между одним и другим, да, что он противоречит себе. Я думаю, точно так же эти люди не видят противоречия в том, что они там любят Армению, но не хотят там жить. Мне кажется, это про привычку. То есть они привыкли вот так вот делать. Потому что много историй есть. То, что взрослые люди идут с пакетом мусора и кидают там в речку этот мусор, ну, потому что они так привыкли. Потому что они только это и видели. И нету какой-то альтернативы или нету осуждения со стороны других, что ты портишь нашу природу. Мне кажется, это... Ну, вот, да, но в том числе, но эта привычка, почему они не меняют эти привычки, да, это тоже про поверхностность, потому что нет рефлексии. То есть рефлексия это что такое? Я подвергаю сомнению свои какие-то поступки, свои какие-то убеждения, да, то, что мне передали родители и там общество, я принимаю как данность, продолжаю это делать. То есть так делали они, и я так делаю, и мои дети будут делать. Это и есть на самом деле вот эта консервативность. Вот зачем иначе? По всей Армении жгут какую-то дичь, не знаю, там листья и все подряд жгут, мусор, и невозможно дышать, но так делали, так делают, вот, и не видят в этом ничего. Ну, то есть... Это реально так. Просто вот по Еревану ходишь, и там мужики работают, но они что-то там ломают, и пыль разлетается. И ты понимаешь, что они просто делают свою работу, но они не видят этой взаимосвязи. Типа в лицо летит все, и они такие, ну что, я работаю. Это глобальная проблема, мне кажется. А мы о таком и говорим. Коля, когда ты разочаровался? Был ли у тебя момент разочарования? Разочарование в Армении? Ну вот смотри, ты просто говоришь, в 15 лет ты создаешь романтический образ Армении. Да. Ты растешь на этих историях о том, что Армения то, сё. Ты сам это видишь, но ты говоришь, Армению нужно любить вот так. Да, или я хочу быть в отношениях со своей родиной именно вот таким образом. И ты приходишь в армию, и по книге мы знаем, как там все выглядит. И у меня возникает вопрос. Ты в какой-то момент разочаровался? Ты вот понимаешь, что все это разрушилось? Если мы говорим про разочарование, я не знаю, насколько это было разочарование, но я увидел реальность еще до того, как поехал в армию. Я здесь почти год жил, и уже много всего произошло. Я увидел и хорошее, и плохое. И, в принципе, не могу сказать, что у меня какие-то очень негативные эмоции по этому поводу. Я понимал, что это не идеальная страна, как и любая страна, наверное, да, что, может, чуть больше проблем, чем в других странах, но я осознавал, что много здесь и хорошего, и плохого. В армии, конечно, чуть другой масштаб был, но не знаю. Все равно Армения в моих мечтах как была каким-то романтичным объектом, так и остается. Вот. Я все еще ее представляю. А как иначе? Ну, то есть, ты должен представлять какое-то будущее, да? Куда я хочу прийти, да? То же самое там в масштабе страны или общества. Каким бы я хотел, чтобы было наше общество, да? Я мечтаю об этом и сейчас. Вот. А, кстати, немножко назад вернемся. Когда тебе друзья твоего брата задали вопрос, начали разговаривать про то, кто такой настоящий армянин, как ты отвечаешь на этот вопрос? Для меня настоящий армянин, во-первых, да, я хочу сказать, что я как будто бы не считаю себя вправе, да, определять, вот настоящий армянин такой. Вообще, что за словосочетание настоящий армянин? Что это такое? Это что-то очень странное, да? Ну, в процентах, наверное, как-то считается. Я не знаю. В общем, хотелось бы максимально отдалиться вот от этого понимания какого-то. Но если нужно, если необходимо там назвать, что я считаю, что армянин должен делать, принимать участие в жизни страны, мне кажется, самым большим, что может сделать армянин, не знаю, жить здесь, развиваться здесь, создавать семью, не знаю. Мне кажется, да, там многие в диаспоре там отправляют деньги и все такое. Это лучше, чем ничего. Я думаю, что классно, что это тоже делают, но я думаю, что, конечно, ничего не сравнится с непосредственным участием в жизни страны. И, по-моему, классно, когда за последние 10-15 лет очень много, не очень много, может, но все равно большое количество репатриантов из разных стран, армян, то есть тех, кто вернулся
из России, Америки, Европы, там, Ливана, не знаю, Сирии. И создался такой очень приятный микс в Ереване, какой-то интернациональный, потому что, ну, еще вот благодаря DPI-ку Birthright у нас была возможность пообщаться с армянами из разных стран. Кстати, это тоже бьет миф, вот это а настоящий армянин. Потому что ребята из разных стран, абсолютно разные, впитавшие в себя культуру разных народов, да, и, не знаю, сказать кому-то, ты не армянин, или там, ты, ну, как-то глупо. Вот, особенно в положении, в котором находится Армения, по-моему, не знаю, любой человек welcome. По-моему, такой должен быть настрой. И я тоже обожаю Ереван за эту смесь даже туристы из других стран, когда приезжают, ты такой смотришь, вау, ну круто. Тут ты видишь абсолютно со всего, грубо говоря, мира людей, даже с Австралии, которая... Даже из Индии. Большая редкость. Да нет, это классно. Я думаю, до этого, ну, там, скажем, не знаю, 20 лет назад, да, было, не знаю, сколько, 99% армян в Армении. И как-то вот все это варилось в одном бульоне на протяжении там стольких лет. И нету в этом новых идей, новых мыслей. Вот мне кажется, мегаполисы, там какие-то огромные города, самые крутые города мира. Типа Гюмри, Иван-Адзор. Да, за счет этого и такие, потому что там огромный наплыв людей из разных точек с новыми идеями, с какими-то новыми мыслями, и там происходит жизнь какая-то. Но если все население думает одинаково, да, нету свежего взгляда, мне кажется, это проблема. Я тебя поправлю, 99% 100% армян жило в Армении. Сейчас понаехали. Да. Настоящих армян. Да, настоящих. Мы должны сказать зрителям про войну. Да, конечно. Во-первых, прочитайте книгу, потому что там все в подробностях написано. Но самый ключевой момент заключается в том, что вы потеряли связь с армией, вы отделились от сил вооруженных Армении, да, Арцаха. Мы попали в окружение. После того, как взяли город Адрут, я и мой там отряд попал в окружение. Вот, и в этом окружении мы будем находиться в течение там 70 дней. То есть вокруг нас азербайджанцы, они нас не видят. Вот. Мы их слышим, и мы как-то там крутимся, вертимся, пытаемся не умереть. Вот. На самом деле, когда я начинаю говорить про войну, что очень понимаемо, не знаю, understandable. Все начинают очень так сжиматься. Это очень неудобная тема, очень страшная тема. Но своей книгой я хочу немножко дать войне немножко выпуклую форму. То есть, это, опять, не поверхностно. Не то, что война – это грустно и страшно и ужасно. Нет. Ну, это огромная часть моей жизни. Такая история случилась, не знаю, которая оставила огромный след на мне и на моих ребятах. Она выпуклая, и там много всего происходило. Там и страху место есть, и любви, и не знаю, каким-то самым разным эмоциям, чувствам. Там много юмора. В общем, вот. Знаешь, я читал книгу, и так, нужно анонсировать это. Книга выйдет в начале 2025 года, верно? Да, где-то в феврале. Но скоро мы в печать отдадим. Издательство «Индивидуум». Классное издательство, крутое издательство российское. Кстати, подметим то, что тебя самого пригласило это издательство. Ну, как бы не ты был инициатором, а само издательство было инициатором, прочитав твою книгу. Да, ну, то есть, я отправил там своим друзьям, ребятам русскоязычным, ну, точнее, русскоязычным, в общем, в Армении живущих. Элиза, художница, показывает Алексею, редактору, книгу. Он читает ее за 2 дня, и это важно, да? Потому что интересная книга, классная. И он связывается со мной, говорит, давай издадим ее у нас. Вот. И в итоге мы издаем ее у них. Я думаю, это уже показатель того, что книга интересная.
Что настолько крупное? Это важно уточнить, что книга художественная. Что это значит? Что она, что это, не знаю, это не документальное изложение того, что со мной произошло. Я намеревался сделать ее интересной, и у меня получилось. Она читается, не знаю, подтвердите вы или нет, достаточно легко для такой темы. Да, война все-таки тяжелая тема. Но я думаю, что она достаточно динамичная, и мне самому нравится результат своей работы. И мне не терпится, наконец, поддержать физически эту книгу. Вот, совсем скоро это произойдет. Да, но мы надеемся, когда выйдет этот выпуск, эта книга уже будет в продаже. И пару слов я скажу от себя. Невероятная книга. Она тебя вот так вот бросает по волнам эмоций. То есть ты злишься, ты смеешься, разные эмоции испытываешь. Я как человек, который мало читает, к сожалению, но эту книгу очень быстро я прочитал, и мне очень понравилось. И были вопросы потом, вот, а дальше что? Вот такие вопросы тоже были. Да, очень крутая книга, всем советую. Спасибо. Это, знаешь, как... Я читал эту книгу, но я знаю уже, что ты выжил. Но я такой с напряжением. Я такой, Коля выживет или нет? Так напряженно внутри. Ну да. Я понял, что когда я жил в Барнауле, я задавал себе вопросы касательно Армении и почему дела обстоят именно так. И я понял, что ответы я получил только спустя годы, благодаря твоей книге. То есть, вот если у вас возникают вопросы, почему так, вот все так, потому что... А почему, узнаете в книге Коли Степаняна? Кто-нибудь свяжитесь с Netflix. Реально. Нет, это должен экранизировать Netflix. Ну, да. Да. Значит, надо понимать. Вот опять происходит немножко расхождение реальности и того нарратива, да, вот того, что говорят. Говорят, Армения очень древняя страна. Что? Правда. Да? Но в то же время Армения очень молодая страна. 30 с чем-то лет. Да, надо понимать, что сотнями лет, а то, может, близко к тысячелетию не было государственности. И очень сложно развиваться, когда, не знаю, каждые несколько лет какой-то набег персов или там арабов, не знаю, каких-то разных типов сжигают твой дом, и ты такой, опять не получилось дописать книгу. Классное сравнение. Представили, да? То есть развитие, особенно культурное развитие, затрудняется всеми этими ситуациями. Сейчас у нас есть государство, тоже не самая классная обстановочка, но как будто бы лучше, чем было. И есть большие надежды на будущее. Коль, я хочу, чтобы мы расставили акценты, потому что вот ты говоришь, 70 дней, вы были в окружении, вы пытались выжить. Твои родители, родственники не понимают, что происходит во все это время. Значит, я... когда только попал в окружение, написал брату троюродному. На самом деле он племянник, но типа он на 2 года старше меня и сильнее, поэтому я никогда не получалось. Поэтому я его племянник. Там как-то в детстве подрались, он этот титул забрал себе. Это было очень тяжело, потому что на кнопочном телефоне реально, то есть не хочется вообще прощальное письмо на кнопочном писать. Хочется аудио записать, типа, скорее. Но вот, через 2 дня я такой, опа, я все еще жив. И отправляю ему еще одно очень короткое сообщение, какое это в книге, да. Но он знает, что я, в общем-то, жив, но все еще ситуация плохая. И после этого телефон выключается, у нас нет уже зарядки. Все, я пропавший без вести. Твой брат передал эту информацию? Нет, он моим родителям не показал. И еще, типа, он, по-моему, кому-то он отправил, но прикол, он, типа, замазал мат. Это... Меня так это удивило. Прикинь, прощальное письмо, и он замазал мат. Типа, зацензурировал мое прощальное письмо. А он из Армении? Он в России. Мы с Я ним думал, росли. тут же есть, местные не любят, когда при девушках матерятся. Кстати, в книге очень много мата. Не знаю, кому-то это понравится, кому-то нет. Но, в общем, я не представляю себе военную прозу без мата. Там справедливости ради, он очень... Короче, ты так вкидывал мат, а потом какая-то глава начинается, все в мате. Я такой, это как мы туда перешли? Просто все в мате. Я такой, сразу понятно, что ситуация накалилась. Да, у меня был товарищ, который вообще не ругался матом до армии. Не до армии, а до войны. А на войне... Все само.
Да, но это невозможно. М. Ты Тем идешь... более там девушек нету, можно. Никто не предъявит. Мне пришел такой интересный вопрос в голову. Ты пошел в армию. Если я не ошибаюсь, там идет жеребьевка, куда тебя отправят. И ты по жеребьевке вытягиваешь Адрут. Джабраил. 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 Да. Я подошел, на самом деле, когда пошел в армию, то есть было такое намерение, я думал, мне нужно в Карабах, типа, какой смысл? Я приехал на 2 года служить и, типа, буду в Абовяне каком-нибудь рядом с Ереваном. В чем понт? Да, типа... Потом я как об этом буду рассказывать? Я подхожу к офицеру и говорю, можно я по своему желанию попаду в Карабах? Он такой, да, ты по-любому попадешь. А сколько там человек было? Допустим, 40. И из 40, не знаю, 2 попали в Армению. Армению я имею в виду, да? Республику Армения. Да. Джабраил – это на границе с Ираном и Азербайджаном. Такая пустынная территория. Подожди, то есть эти 2 места, которые были для Еревана, они уже были кем-то забронированы? Видимо? Там не только Ереван, там, например, Капан. Или да, для Республики Армения. Не забронированы, просто они реже выпадают. То есть основная масса тогда, уходила в Карабах. А вот ты когда служил, ты говоришь, типа, чувство сопричастности, ты чувствовал это? Сопричастности? Это я просто хочу понять, у тебя есть чувство, что моя родина, моя Армения, и ты когда служишь, это чувство у тебя восполняется или так, что тебе все равно хочется дальше, больше? Не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть я тогда уже во время службы думал только, не знаю, сколько дней осталось до того, как это все закончится. То есть 2 года – это огромный срок на самом деле. И ты начинаешь считать каждый день, и это неприятная жизнь. Но я был рад, я не жалел, что я пошел туда. Я был рад, что я там. Потом, когда я уже познакомился со своими ребятами, с которыми подружился, да, было приятнее служить. Во время войны я рад был, что я рядом с ними. То есть я представлял, не знаю, если бы они... в общем, когда уже ты с кем-то состоишь в близких отношениях, да, ты рад там находиться рядом с ними. Не знаю, как это еще объяснить. Мы не будем говорить о том, как вы спаслись. Ага. Читайте книгу. Причем, есть информация в интернете просто. Да. Это был огромный инфоповод. Да. Давайте, все представим. Война официально закончена. Подписано соглашение о перемирии, о миротворческом контингенте. Россия, Азербайджан и Армения подписывают его. И войска остаются на том месте, куда они дошли, грубо говоря. Да. И где-то на тот момент Республика Нагорный Карабах, на территории. Уже захваченные земли. Да. Вы где-то там. Где-то там, в горах, да. Все верно. И вы без понимания, где находятся чьи войска, какие территории сданы, закончена война или нет. Вы просто пытаетесь выжить. Да, можно так сказать. Какое-то представление у нас было, где кто. Но это очень такие, примерные. Ощущения. Да, примерные. Угу. И 20 декабря... Да. 20 декабря приходит известие о том, что... Нет, за это... 20 декабря, в общем, мы выбираемся, да? Давай не будем говорить, как мы выбираемся, но 20 декабря мы выбираемся оттуда. Да. И Армения узнает, что, пускай даже несколько солдат, 6 солдат, остаются живы. Да, я помню, когда нас привезли в больницу в Степанакерте, нас так были рады видеть. И кстати, я ощутил в тот момент такую... я люблю называть Армению точнее, народ, да? Народ, Армению, в общем, большой семьей. Есть малая семья, мама, папа, есть большая семья, да? И в тот момент я максимально это ощутил. Не знаю, нам... Такое тепло от медперсонала, от врачей. Там бабуля лежала, она нам почистила гранат. Привели нам... Там много людей приходили. Нам сказали, кто-то сказал, что с конца войны первый раз мы улыбаемся. Первый раз мы рады. Какая-то хорошая новость, в общем. И, кстати, многие, на самом деле, испытывали похожее во время войны. Я слышал от нескольких людей, что во время войны чувствовалась сплоченность какая-то. В мирное время, на самом деле, не почувствуешь такое в Армении. Но, да, военное время сплочает, и
на самом деле, опять же, мне не нравится, когда говорят о войне только в негативном ключе, потому что на войне я многому научился, точнее, даже не научился, она меня многому научила, в том числе, не знаю, быть благодарным, да, что очень важно, потому что на войне абсолютно все имеет какой-то очень насыщенный вкус. Не знаю, что угодно, даже вода невероятно вкусная, потому что, не знаю, все ты не знаешь еще, сколько тебе осталось жить, плюс ты не знаешь, будешь ли ты еще там есть, когда ты будешь есть. Может, вообще это моя последняя сигарета, и ты куришь ее максимально с кайфом. Вот. И взаимоотношения между людьми другие. И я думаю, что здорово, что, не знаю, мне кажется, раз уж кому-то довелось пройти через такой ад, да, по крайней мере, ну, чему что-то вынести оттуда, мне кажется, почему нет? Если человек может что-то оттуда вынести, вот, ему легче будет справиться с жизнью после нее. Не знаю, какой-то позитив найти для себя. Что было в больнице? Вас привезли в больницу? Что дальше? Привезли в больницу. Тяжелые для меня времена, потому что, я очень себя плохо чувствовал. Я был там на грани смерти, мне осталось там немножко жить. Мне сказали, что там пару дней оставалось. А у меня там много болезней, заражение крови, легкие, воспаление, гангрена. Мне сказали, что мне отрежут ноги, но я ничего не почувствовал в этот момент. У меня не было, опять же, совершенно никакого сожаления и каких-то негативных каких-то эмоций. Я был очень счастлив, что я выбрался. Я не знаю, я почти не верил, что я останусь живых. Я принял смерть, а тут мне говорят, типа, ноги отрежем. Ок. Отрезали потом стопы уже в Ереване, но это абсолютно никак не влияет на жизнь. А ампутация ниже колен не является проблемой никакой. И что еще? Твои я родители... в больнице был. Извини, что перебиваю. Да. Твои родители приехали в Арцах? Они были в Арцахе. То есть, меня отец там искал, мама тоже там была. В общем, их состояние было очень нехорошее. Мы... как сказать, все теперь в порядке. Коль, вот ты как участник Второй Карабахской войны, как вот ты живешь в современной Армении? Просто я скажу, это очень сильно отразилось на нас в диаспоре. Угу. То есть я вот помню, моя мама была на то время директором воскресной школы у нас в Алтайском крае, в Барнауле. И я помню, что она детей собрала, дети выстроились в ряд, и она сказала такую речь, что да, мы проиграли, но мы не должны быть поражены, мы не должны принимать это поражение и не должны из-за этого падать духом. И я помню, что потом началась вот эта череда, что на всех мероприятиях, там к месту или не к месту, все говорили, типа, давайте выпьем за здоровье наших солдат. Я вот хочу понять, вот каково тебе, человеку, который прошел Карабахскую войну вторую, вот жить в этой Армении, где пьют за здоровье солдат, где есть определенное отношение к солдатам, да, где люди говорят что-то, но делают совершенно другое. Вот как ты к этому всему относишься? Если честно, мне не очень нравится это слышать, вот тосты за солдат, потому что я знаю реальное отношение к солдату как к какому-то бедолаге, который понес эту повинность, значит, даже сказать, не отслужил, а отсидел. То есть здесь нету такого понимания солдата как какой-то сильной фигуры, да, есть скорее какая-то жалость, да, жалость испытываешь. Не все, но большинство хотели бы откосить, или чтобы их дети откосили. Опять же, на меня смотрели как на идиота, потому что я своим ходом туда пошел. Не знаю, мне смешно, когда это каждый раз вот этот пафос вокруг этой темы, мне кажется, не соответствует вообще реальной ситуации. Вот мое мнение. А ты пьешь? За здоровье солдат, когда вот... Нет. Нет? Ты принципиально не пьешь? Да вопрос не принципиально, но как будто это формальность. Я не знаю, я не хочу... Если я вообще редко пью, редко
поднимают тост. Если я поднимаю тост, то это что-то действительно, что я хочу сказать. Там, может, про кого-то, кто рядом сидит, или там сама тема вот этого мероприятия. Но, опять же, каждый раз, когда пьют тост, я не против, окей, ну, не так, что я против этого, но просто мне кажется, что это в этом опять нету никакой глубины. Вот. Эти же люди там через буквально пару минут могут спросить у меня: ты служил? Я скажу: да. Скажут: нахера? Ну, типа, в чем прикол? Служба здесь не считается чем-то крутым, чем-то, не знаю, достойным. Опять же, да, и исходя из того, что я увидел в армии, и после нее, и до нее, не знаю, это что-то, какая-то повинность, которую вот человек должен понести, если ему вот не повезло, если не получилось откосить. Чаще всего это так именно. А как бы это могло быть? То есть, вот какая могла бы быть роль у солдата в армянском обществе? Как ты ее видишь? Конечно, могло быть иначе. Могло быть место... Армия могла быть местом, которое действительно дает какую-то колоссальную пользу человеку. Да? Скажем, за 3 месяца службы до того, как началась война, я стрелял из оружия 1 раз. Ну, это же абсолютный абсурд, да. То есть все же понимают, что мы находимся в военном положении в плане, да, ситуация может обостриться в любой момент, и, не знаю, каждый день я там занимался строевым шагом часами. Армия действительно по своей сути очень сильно напоминает тюрьму, потому что есть все эти понятия, да, среди молодежи, среди офицеров, среди там есть смотрящие эти яхши, есть, значит, не знаю, вот все эти тюремные понятия есть в армии. Армия действительно напоминает очень, армянская армия напоминает тюрьму. В ней неприятно находиться, она ничему не учит. А могло быть иначе. Могло быть, армия могла быть местом, где к солдату относятся уважительно, да, как и должны относиться к солдату. Это не отменяет того, что армия должна быть тяжелой физически, да, какие-то вызовы, да, ставить перед человеком. Там должны обучать именно военному искусству. И в обществе тоже как-то это может поменяться, отношение к этому. Прямо сейчас мне сложно представить. Ты рассказывал про американских армян, как они к тебе относятся. Ну да, это у них вот в культуре есть среди американцев, не только армян, но среди американцев, и в Южной Америке тоже это есть, когда они видят солдата перед собой, они благодарят его за службу. Вот. Это в их культуре есть. Здесь, когда узнают, что я служил, говорят: нахер тебе это надо было. И начинают как-то пытаться обесценить то, что я сделал. Сказали: ну, там просто так, там умерли как-то, ребята вот потеряли просто так. Такое отношение. Или там, не знаю, вот ты теперь там... Один человек пришел, там, говорит: о, ты ради нас стал получеловеком. Типа какое-то сожаление, что знаю, получеловек. Вот. Не знаю, что-то такое. Какая-то, да, жалость. Ну, У тебя есть такое, что ты такой: ради вас я воевал? Слушай, да нет, я не ради них воевал, я воевал ради своих каких-то идеалов, ради той Армении, которую я хотел бы, чтобы Армения стала, исходя из соображений своей совести. Вот. Коля, как ты попал в армию? Как родители смирились с этим? Ну, родителям я не сказал сначала. Я забрал их паспорта истекшие, поехал, значит, с ними в ОВИР, это паспортный стол до вторжения. И сказал: вот, я армянин, дайте мне паспорт. И они такие: иди, вставай на учет. Иди воюй. И я такой: ладно. И пошел. Блин, вот мне интересно, люди, которые это посмотрят, они такие: вы что, на приколе, что ли? Вы почему смеетесь по этой теме? Слушай, значит, меня бесит отношение тоже, да? Я рассказываю историю сейчас. После войны я как эти штуки называются? Костыли. На костылях, да. Ну, я только учился ходить, сейчас я не хожу с костылями. На тот момент я иду с костылями, гуляю по центру, иду по Северному проспекту в сторону, там был бар такой Хемингуэйс, его сейчас вроде нет. Иду туда, значит, пить пиво. Какой-то тип, значит, видит, я иду, и начинает со мной идти, начинает со мной разговор. Мы идем вместе, он такой: ты воевал, да, наверное? Я такой: да. Он такой: как вообще твое там какое-то психологическое состояние? Я такой: все в порядке, слава богу, все хорошо. Мы идем, еще что-то он говорит, потом он такой, типа: ты, наверное, сны, видишь так неприятные. Я такой:
Да нет, нет, на самом деле. Там, сразу после войны было, там, может, неделька, а потом прошло это все. Он говорит, ладно, идем дальше. Через там опять минуту он такой, типа, ты, наверное, когда слышишь звук какой-то на улице, думаешь, это дроны. Я такой, нет, брат, нет такого. Такой, ладно. Через там еще минуту, еще какой-то вопрос, тоже такой с подковыркой. Такой, нет. Мы наконец доходим до этого бара, и я такой, типа, ну вот, все, я пришел. Он такой, а ты куда? Я говорю, вот бар, пойду пить пиво. И он такой, понимаю. Знаю, мне нравится, например, я принял свои протезы, мне они нравятся и визуально, я часто хожу в шортах, но мне, правда, они нравятся визуально. Вот. Для многих это очень странно к пониманию. Многие вообще, особенно старшее поколение, как-то иногда недовольно смотрят или там цокают. Молодые, наоборот, кидают респектосы свои. Девочки улыбаются иногда. В общем, классно. Ну, то есть, как будто бы, почему не порадоваться за человека, который продолжил жить, кайфует, да, там, не знаю, несмотря... взрослые, да, я заметил, особенно в Армении, любят страдать. Кайфуют от этого. Коль, расскажи историю про таксиста. Блин, что касается вот шорт, то моя семья сначала немножко стыдилась, да, этого. Говорю, зачем бабушка там тяжело это переносила, такая, зачем, скрой, да, но мне не хотелось это скрывать, наоборот, мне кажется вообще, если у тебя там вот именно моя инвалидность, да, ампутация ниже колен, да, это классная ампутация, это лучшая инвалидность, потому что ты не теряешь функциональности. Вы сами видели, я хожу не медленнее вас. И это выглядит классно. Надевайте шорты, принимайте ваш новый облик. Потому что если человек пытается всячески скрыть это, стесняется, да, он не примет, не будет ходить классно, мне кажется, да, может и будет, но все равно каково это каждое утро просыпаться, смотреть такой, жду следующую жизнь, типа. С этой все понятно, давайте дальше. Какая бы ситуация ни была, мне кажется, можно как-то, не знаю, как-то продолжить. Я сел в такси, это не так давно было, и тип такой, водитель, он такой большой мужчина. Тучный. Он не тучный, скорее такой жилистый. Да? Хорошее слово. И он такой, типа, смотрит на меня, а я в шортах, и он такой, я не знаю, как это перевести, кез до зума, типа, тебя вставляют. Тебе вообще в кайф? Ну да, тебе в кайф так ходить в шортах. Я такой, я удивлен сильно, но от незнакомого человека я такую предъяву не получал. И я на него смотрю, и я такой, типа, чего? Он такой, не подумай, тебе никто не может ничего сказать, но у меня у самого ноги нет. И я смотрю вниз, и у него реально нет ноги, выше, чем у меня, но... И я такой, а почему нельзя так ходить? Да, мне интересно. Он говорит, мне кажется, это что-то личное. Такое, что в этом личного? Вообще-то у него тоже видно, что у него нет ноги. Он такой, а если вот моя мама или сестра будут идти по улице, а ты рядом пройдешь? И он закончил на этом мысль. А как будто бы надо было продолжить прямо. За это предъявить нужно? Я не знаю. Вот его сестра прошла мимо меня. Она же видела его тоже отрезанную ногу. Это не впервые она... не знаю, это очень странное. Вообще, любое, мне кажется, вмешательство в образ или как выглядит другой человек недопустимо. Мне кажется, это нужно отстать друг от друга. Каждый ходит, одевается как хочет. Я московский, я привык к такому. И нет такого, что я такой приехал, и все, я теперь по-другому живу. Надо позволить людям жить так, как они считают нужным. Коль, что ты скажешь людям, которые посмотрят этот выпуск и скажут, видишь, случилось то, о чем мы и предупреждали, что в Армению ехать не нужно, там опасно, что там ничего не меняется, что видишь, ты поехал и на собственном теле ощутил, что такое Армения. Как тебе задавали такие вопросы? Как ты на них отвечаешь? Да, не важно, что я отвечу. Все равно есть у них какая-то своя, как правило, да. Может, кто-то и скажет окей, да. Но, как правило,
те люди, которые это говорят, все равно придерживаются той истории, которую они сами себе сочинили. Те люди, которые задают подобные вопросы, все равно, как правило, остаются на своем мнении, да, на той истории, которую они сами придумали, что я там жалкий, несчастный, и вот так получилось. Но реальность такова, что за 5 лет жизни в Армении я реализовал все свои мечты. Я счастливый человек. У меня я прошел, значит, я солдат, я могу это сказать сейчас, что я солдат, и для меня это большая гордость. Кроме этого, я писатель. И это тоже случилось здесь, в том числе благодаря войне и той истории, которую я там получил. Плюс я здесь нашел свою любовь. Я женат. Мне все нравится. Вот. И получается, что вот за эти 5 лет, не знаю, я реализовал, не знаю, все свои мечты. То есть сейчас даже у меня немного проблема с тем, что мне нужно новые придумывать. Все классно. Такой немного на финалочку вопросик. В Армении очень любят слушать арабиз. Ага. И мне интересно, какую музыку ты слушаешь. Назови топ-3 песни, которые ты бы посоветовал послушать всем, либо можешь исполнителей назвать. Слушай, короче, у меня вот, к концу года всем приходит от Spotify, Да. это вот мне пришло, и, блин, это максимально какой-то плейлист 14-летней девочки, короче, я понял, что это... там нет кей-попа, но там, типа, на первом месте по прослушиванию у меня Måneskin. Это Begging. Да, все знают их по этой песне, но у них куча лирических песен крутых, на итальянском особенно мне, сейчас на первом месте, я уже несколько лет слушаю, сейчас на первом месте песня, по-моему, называется «Il dono della vita». Вот, я не знаю, как это переводится. Итальянцы, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это переводится. Вот, на втором месте я для себя не так давно открыл, значит, певица, армянка Брюнет. Вот. Я не услышал из Евровидения опять, но вот эта Future Lover, она мне не так сильно понравилась, как другая песня у нее есть, Holiday Nostalgia. Вот. Эта песня у меня на втором месте в Spotify. А на третьем, что там? Блин, по-моему, какой-то бразильский фанк, типа в ТикТоках, которые вот это... я понял, наверное. Да, мне кажется. Оно у меня в голове весь день сидит. Блин, мне нравится. Какая-то совершенно тупая музыка, вот, которая вот надо максимально-то таких... Вот. Расскажи, Анекдот. твой любимый маршрут в Армении. Вот ты вышел гулять по Еревану. Куда ты идешь? Слушай, я живу в Зайтуне, по Руж-Севак улице. Самый частый маршрут мне нравится, особенно когда я занимаюсь спортом, я хожу в зал, и зал мне нравится брать в центре, и, соответственно, я иду из Зайтуна по проспекту Азатутян через Каскад в центр. Мне нравится. Где-то занимает час. Вот этот маршрут мне нравится. То есть, он самый частый, скорее, у меня, да. А так, из тех, что нравится... мне нравится заниматься хайкингом. Типа, пеший туризм. Не знаю, по горам, куча разных треков классных. Вот. Мне нравится шляться по горам. Твое место силы в Армении. Это, значит, есть в Горисе такое место, называется... Занга... Нет? Нет, не Зангак. Нет. Есть... у него, по-моему, я не знаю, есть ли у него свое какое-то обозначение. Есть отель Харснадзор. По-моему, это место тоже называется Харснадзор. Короче, по пути в Татев, именно если не по канатной дороге, а машиной поехать, там есть маяк. То есть ты пешком идешь, и там есть маяк. Не маяк, а маяк это называется. Обзорная площадка. То есть раньше оттуда смотрели там о приближающихся врагах. Там открывается просто такой вид на 360 градусов на горы. Зорат-Карер это там? Зорат-Карер, нет, это ближе к мосту дьявола. Просто армянское название «Мост дьявола». Да. Вот, и там мне очень нравится. Это не та площадка, с которой открывается вид на Горис? Не, на Горис не видно там. Интересно. Мы найдем где-то место, и ты к ним на карте. Да, я вам могу отправить. В общем, да, там просто такой круг, и ты просто открывается классный вид на горы. Вот.
Но если говорить про, значит, туризм, да, я всем советую. На самом деле, в первую очередь, армянам тоже, потому что, мне кажется, большинство армян вообще не доезжало туда. Мегри. Вы были в Мегри? Да, мы были. Блин, год назад. особенно осенью туда ездишь, вообще настолько отличается от остальной Армении. Вообще, как будто какая-то новая страна. Как будто в Иран приехал. Да, ну там пустынно, и горы сильно отличаются, и там просто осенью везде растет гранат, хурма, это очень красиво. Киви. Вот. Даже мои родственники, которые живут в Горисе, там, казалось бы, не так далеко от Мехри, никто почти не был в Мехри. Вот. А Мехри, да, стоит посетить. Давай еще 2 места для туриста. Кроме попсовых Гарни-Герард. Это тоже надо посетить, но... Ну, то есть, первое, да, я сказал, вот, Горис и, соответственно, Мехри, да, еще Горис, да, моя семья оттуда, да. В Горисе есть классные места. Точнее, не в самом городе, хотя сам город тоже, кстати, один из немногих с таким обликом, то есть какой-то стиль есть. Вот если говорить про маршрут, мне очень нравится в Лори, ну, просто для меня это очень такое родное место уже, город Туманян. И рядом, соответственно, там Десех. Вот там... Коав школа, где находится, да? Да. Значит, в Туманяне просто было такое творческое объединение Абастан, и я там тоже был частью этого. Там сейчас тоже ребята живут. Этого? Да, я в прошлом году летом был в Абастане. Нет, 2 года назад. Ну, в общем, да. И там очень красиво, классно. Вот. Ну, Тауш мне в целом нравится, например. Вообще, кайф Армении в том, что регионы Марзи очень отличаются друг от друга максимально. То есть, скажем, в Москве ты можешь в Московской области проехать, не знаю, там часами ехать и одно и то же примерно видеть. Здесь ты чуть-чуть отъезжаешь от Еревана, совсем другой ландшафт, совсем другой там цвет камня. Вот. Еще чуть-чуть отъезжаешь. Вот недавно мы были в Арагацотне. Мне очень понравилось. Мы оттуда. Мы оттуда из Германии. Да? Вот мы были рядом с Бюраканом, и там очень красиво, не знаю. Я кайфанул. Да, там тоже. Вот. В Вайотсдоре, например, Красный камень, я тоже от него, когда в Горис еду, постоянно кайфую. Мне очень нравится. Вот. Каждая область действительно имеет какой-то облик красивый. Ну, то есть, свой какое-то что-то отличающееся. Вот. И мне нравится вообще разъезжать по разным марзам. Вот. Коль, дополни фразу. В Армению нужно переезжать, потому что... Вот. Я думаю, что не нужно. Спасибо, Коля Степанян у нас был в гостях. Не, ну смотрите, типа нужно... Исходя из нужно, не надо вообще ничего делать. Смотрите, я по любви это сделал. Я Да. лев. Ты водолей, извини. Да. Как бы нужно, мне не нравится это слово. Я сделал это, исходя из любви, мне здесь нравится. Скорее, если уж надо использовать слово «нужно», нужно хотя бы попытаться узнать поближе. То есть, например, вот та программа, с которой мы приехали сюда, мне кажется, она дает идеальную возможность для этого. То есть, у тебя есть здесь семья принимающая, в которой можно пожить, можно поволонтерить, поработать в разных областях, попробовать себя, остаться чуть больше, чем там неделя, 2 недели, да, на которые обычно приезжают, попробовать пожить. Исходя из того, что я видел и знаю ребят, которым очень понравилось здесь, они скептично относились к этому, приехали, пожили, и оказалось, что им здесь очень нравится, они остались жить, нашли работу какую-то подходящую, остались жить. Вот, я советую просто быть более любопытным, приехать и узнать поближе. Джон? У нас будет конкурс. Да. И ты расскажешь про... Условия. Да, значит, мы говорили, что в самом начале, да, говорил о том, что детство в Москве, будучи армянином, было неудобным, и много, значит, неудобства вызывал сам факт того, что я армянин, и часто, да, притеснения, все такое, неприятные истории, но в моем детстве также были моменты, которые сейчас очень теплыми воспоминаниями для меня являются. То есть Армения ассоциировалась со мной для меня в том числе с чем-то очень приятным, теплым. Об этом я пишу, значит, в книге в том числе. Я там возвращаюсь в детство. Значит, мне очень нравилось. Я говорю о том, что Армения для меня были историями о своих родных. Я не знаю, мне кажется, многие
поймут, о чем я говорю, когда взрослые собираются, и тут начинаются истории о деде, о бабке, в общем, о тете, о там, дальних родственников, что там происходило, да. Это такое начало сторителлинга в моей жизни, да, я слушал это все. Вот. А второе, значит, для меня Армения была едой, и еда, в первую очередь, значит, это было для меня хавиц, это карамельная каша, я не знаю, вы ели ее? Да. Когда мама начала готовить этот запах, и еще запах танава. Танав – это в Горисе спас, да, в Ливане говорят, но у нас его готовят иначе, тоже запах невероятный, и эти два запаха, эти два блюда, да, для меня были Арменией, в том числе и истории. Значит, вопрос следующий. Я бы хотел, чтобы в комментариях, да, описали, что для вас было Арменией в детстве. Это может быть, да, предпочтительно. Да, мы будем разыгрывать книгу, верно? Да. А вы будете выбирать, я буду выбирать Ты будешь вместе. выбирать. Да, я Можем выберу. вместе. Можем вместе. Можем выбрать. Хотелось бы, чтобы это было как-то художественно написано. То есть пробуйте написать так, чтобы мы это почувствовали. То есть мы оказались там в вашем детстве, и с вами там значит, поделитесь вашим теплым воспоминанием. Друзья, Коля очень интересный человек. Мы бы хотели его раскрыть совершенно с другой стороны, но все написано в книге, и мы не хотели спойлерить. Это стоит того, чтобы прочитать, поэтому оставляйте свои комментарии. И самый лучший комментарий, победителя мы выберем вместе, получит книгу в подарок от нас. А как называется книга? Книга называется «Где?» Где? Где? Да, брат. Где Коля Степанян? Ну, Коля Степанян – это игра, понимаете? Там, Коля Степанян – это имя, фамилия автора. Да. Да. Название «Где», но как бы «Где?» Ну, Я это не сразу Не, я понял. сразу- серьезно? Да? Да. А я подумал, где? И типа такая- автор Коля Степанян. Не. Так а вместе ты Где Коля не Степанян, соединил, типа? брат? Ну, ты вряд ли, типа, как Ну, это происходит? ладно, ладно. «Война и мир» Николай... Ой, это Николай Степанян. Нет. Лев Толстой. Ну ладно. Спасибо, что пришел. Да, Спасибо вам за тебе. приглашение, очень Приятно. приятно.